Матчи Лиги Наций продолжаются, а значит продолжаются и обзоры этого замечательного турнира. 7 июня прошло 4 поединка, про которые мы сейчас с вами и поговорим. Начнем с матча Канады, что на домашней площадке принимала дебютантов Лиги Наций, национальную сборную Кубы. Новым главным тренером Канады стал Томас Самуэлвол, от которого теперь ждут чудес сравнее тем, что показывали кленовые, когда тренером был Антига. И, надо сказать, предпосылки для мощного старта у хозяев были. Уверенно забрав концовку первого сета себе, канадцы имели шанс сделать все то же самое и во втором игровом отрезке. Но сперва они позволили кубинцам отыграться со счета 17-22, а затем, не реализовав брейковую атаку на сетболе, Канада была вынуждена капитулировать со счетом 26-28. Воодушевленные таким успехом игроки Кубы со старта третьего сета уверенно понеслись вперед, сразу завладев 5-очковым преимуществом. Но как только они получили комфортный гандикап, то тут же резко расслабились, и за это были уверенно наказаны. Канада еще до счета 10 успела выровнять положение на табло, а затем, не допуская ошибок второго сета, уверенно забрала себе третий игровой отрезок. И картина точно была бы неполноценной, если бы мы в этом матче не получили тайбрейк, а победа Кубы в сете под номером 4 нам все-таки позволила насладиться таким моментом. Не обошлось без драмы и в решающем игровом отрезке. Кубинцы всеми силами пытались отыграться со счета 11-14, но Райан Склейтер, который был безумно продуктивен по ходу всего матча, все же ставит победную точку для Канады в своем дебютном матче в этом розыгрыше Лиги Наций. Канадский диагональный со своими 27 очками мог стать самым результативным игроком поединка, но на 1 балл его опередил Эррера. Результат матча и остальная статистика сейчас находятся на ваших экранах. Дальше нас должен был радовать матч между Словенией и Сербией. Главной проблемой для словенцев стало отсутствие Тончика Штерна, поэтому Крецу пришлось искать альтернативный вариант для позиции диагонального. И если на чемпионате мира эту роль выполнял Можич, то сейчас эту позицию занял Чебуль. И было отчетливо видно, насколько некомфортно Клеймену в этой роли. По механике движений все выдавало в нем игрока, регулярно атакующего из четвертой зоны. Один раз игрок даже умудрился сбить антенну. У сербов же с диагональной проблем не было. Лубрич исправно набирал очки, только вот усилий одного игрока для победы тут явно не хватило. Лубрич нуждался в активной помощи от доигровщиков, но, к большому сожалению, он ее не получил. Урнаут и Можич проявили себя хорошо. Оттого счет 3-1 по окончанию этого матча в пользу Словении был достаточно закономерен, даже несмотря на некоторые трудности номинальных хозяев. Рок Можич стал самым результативным игроком матча, записав себе в актив 24 очка. Результат встречи и остальная статистика по традиции находятся на ваших экранах. Украшением всей первой игровой недели обязана была стать вывеска Польша-Франция, но, к сожалению, всех привычных звезд этих команд мы не увидели. Все участники финала Лиги Чемпионов дружно ушли в небольшой отпуск, так что с обеих сторон отсутствовали практически все лидеры. Непривычно видеть, что Франция выставила полностью резервный состав, но на то она и Лига Наций. Здесь есть место для экспериментов. Если выделять лидеров у французов, то таких здесь будет два. Первый — это, безусловно, молодой диагональный Тео Форд, который продемонстрировал бешеную эффективность в своем первом матче. Взяв на себя огромное количество атак, он все равно продолжал стабильно набирать очки даже на групповом блоке. А вторым ключевым игроком для Франции, как ни странно, стал Камиль Семенюк. Доигральщик был одной из немногих звезд Польши, кто с первых же матчей бросился в бой, потому что скромный сезон в Перудже заставлял его выходить на площадку и доказывать свою состоятельность. Но по факту он лишь только помогал французам навязывать конкурентную борьбу в этом матче. И даже при счете 19-12 в пользу поляков, благодаря серии ошибок от Семенюка, французы умудрились залезть в плотную концовку, где лишь со счетом 35-33 поляки оказались сильнее. 28 очков от Фора позволили ему стать самым результативным игроком в этом матче. Все, чем успели отметиться другие игроки в этой встрече, вы можете увидеть на ваших экранах. Ну а завершался игровой день поединком, который запомнился шикарным перформансом от Немира. Диагональный сборной Нидерландов в одиночку набрал больше очков, чем все его партнеры вместе взятые. И быть может, если бы у Абдель-Азиза была бы хоть какая-то адекватная поддержка, то оранжевые могли бы рассчитывать на более прямой результат, нежели 3-0 в матче против практически основного состава сборной США. А так, более хладнокровная игра в концовках от американцев позволила им успешно стартовать в текущем розыгрыше Лиги Наций. Абдель-Азиз и его 21 очко дают ему звание самого результативного игрока матча. Статистика поединка и показатели остальных игроков сейчас красуются на экранах ваших устройств.
Вот так закончился второй игровой день. Да, тут обошлось без сенсаций, но тем не менее все равно было на что посмотреть. Дальше количество матчей будет только расти, так что буду надеяться, что смогу вывести такой темп, поэтому без вашей поддержки тут точно не обойтись. Так что обязательно поставьте лайк этому видео, а также не забудьте подписаться на канал, если вдруг по какой-то причине еще этого не сделали. Ну а с вами как обычно был Николай Иванов, любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся, пока.